Как психология спасает, когда все кажется безнадежным? Чем разговор с терапевтом отличается от беседы с другом или даже с самым умным человеком? Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся к одному из парадоксов психологической помощи. В психологии существует десятки направлений, каждая со своими терминами и методами. Но что удивительно, фаворита нет. Все школы одинаково успешны. Это напоминает вердикт птицы Додо из «Алисы в стране чудес». Все победители, все правы. Какая еще область знаний на такое способна? Представьте альтернативную физику, которая говорит на своем языке, но при этом ее расчеты оказываются поразительно точными. Такое положение вещей означает лишь одно. Все школы, несмотря на разные языки и подходы, осознанно или нет, используют один общий принцип. Именно этот принцип является темой данного ролика. Подписывайтесь на канал, здесь мы разбираем устройство психики человека в рамках идеи, что мозг – это машина прогнозирования будущего. Такой подход позволяет объяснять даже самые парадоксальные явления психики, а главное, дает каждому возможность самостоятельно разбираться в причинах своих проблем. Не забудьте оставить комментарий. Прежде всего определим, что такое психологическая проблема, сформулируем задачу психологической помощи, а затем объясним ее главный принцип. Что такое проблема простым языком? Видов проблем бесконечное множество. Непрощенная обида, конфликты дома и на работе, тревога перед экзаменами, неуверенность в себе. Однако не любая нежелательная или дискомфортная ситуация, трудность, конфликт или потенциальная опасность становятся проблемой. Спросим себя, что сигнализирует о наличии проблемы. Ответ очевиден. Проблемы всегда сопровождаются стойкими, непроходящими дискомфортными чувствами и эмоциями. Например, разрыв отношений станет проблемой, если он сопровождается болью и тревогой. Если этих чувств нет, это просто событие. Если мысль «я один» вызывает страх и тоску, это становится проблемой. Иначе это умозаключение, от которого легко отвлечься. С другой стороны, если ситуация не вызывает чувств и эмоций, человек не будет относиться к ней серьезно. Например, разумом можно понимать весь ужас таких явлений, как падение метеорита или землетрясение. Но если эти явления, несмотря на свою фатальность, не вызывают в данный момент чувств и эмоций, они не оцениваются как важные и проблемой не называются. Таким образом, чувства и эмоции не просто сопутствуют проблеме, а по сути определяют ее. В отсутствии дискомфортных чувств и эмоций даже трудная или безвыходная ситуация не оценивается как важная и становится умозрительной, не требующей внимания, сил и действий, буквально как падение метеорита. И здесь возникает вопрос, а можно ли убрать или видоизменить чувства и эмоции даже в ситуациях, в которых приемлемых решений не существует в принципе, и этим изменить свое отношение к проблеме? Да, и именно это является главной задачей психологической помощи. Психологическая помощь не имеет цели сделать вас богатыми и успешными, не должна обучать вас новым способностям, не имеет права делать за вас выбор. Психологическая помощь должна всего лишь изменить ваше отношение к ситуации, продиктованное чувствами и эмоциями. Формальнее, главная задача психологической помощи – исчезновение или видоизменение чувств и эмоций при неизменном наблюдении. Если любимый человек исчез из вашей жизни, то цель терапии – избавить вас от чувств утраты, одиночества, боли, вины, не вернуть утраченные отношения, а примирить со случившимся и привести к состоянию, когда воспоминания об этом моменте станут эмоционально нейтральными. На первый взгляд, эта идея может показаться чрезмерно упрощенной. Интуитивно кажется, что для решения проблемы необходимо чему-то научиться, что-то пересмотреть, а роль чувств и эмоций преувеличена. Их отсутствие само по себе ничего не изменит. А главное, они не могут исчезнуть полностью. Парадокс психологической помощи заключается в том, что эффект исчезновения чувств и эмоций является доминантным, главным и единственно важным, а все остальные стратегии вторичны. Чтобы это доказать, рассмотрим, как формируются чувства и эмоции, исходя из концепции, что человеческий мозг функционирует как машина предсказаний. Если вы уже знакомы с теорией по предыдущим выпускам, можете сразу перейти к следующему разделу. Тайм-код указан в описании и на таймлайне. Выживание любого существа подчинено простому принципу. Чтобы выжить, нужно предвидеть опасные события и действовать до того, как они произойдут, а не после.
Поэтому мозг, а точнее нейросеть, каждую секунду строит прогнозы, догадки о будущем на основе собственного опыта. Эти прогнозы неосознанны, то есть остаются незамеченными. Но для того, чтобы донести до человека их наличие и побудить его к действиям, существуют чувства и эмоции. Разберем, как работает страх. Допустим, волк стоит в 5 метрах, готовый к прыжку. Аналитический ум слишком медлительный, поэтому в дело вступает нейросеть. Она прогнозирует смертельно опасное событие – укус хищника. И чтобы его избежать, место, где это событие ожидается, получает обертку в виде страха. Страх выталкивает человека прочь. Когда волк прыгнет, человека в этой точке уже не будет. Реакция произошла раньше, чем прогноз стал реальностью. Радость – это антипод страха. Она маркирует позитивное прогнозное событие в месте, где оно ожидается, побуждая приблизиться и сделать его реальностью. Если при неожиданной встрече нас охватывает радость, значит неосознанно прогнозируются приятные события. Например, взаимопонимание, дружба, любовь. Таким образом, нейросеть помогает человеку чувствовать, где его ждет что-то важное или полезное, и побуждает двигаться к позитивному прогнозу, то есть пытаться сделать его настоящим. Стратегии приближения и отдаления, предлагаемые радостью и страхом, далеко не всегда эффективны. Поэтому у человека есть гораздо более мощный инструмент по избеганию или воплощению прогнозов – физические действия, за которыми стоит эмоция гнева. Предположим, на пол со стола летит чашка. Неосознанный негативный прогноз «разбитая чашка» окрашивается эмоцией страха, которая побуждает отдалиться. Однако в данной ситуации эта стратегия несостоятельна. Чтобы избежать негативного прогноза «разбитая чашка», необходимо вовремя ее схватить. То есть воплотить цель – чашка в руке, которая не имеет исходного негативного прогноза. И начинается действие, мотивированное гневом. Рука выбрасывается вперед. Алгоритм выживания выражается формулой наблюдение, прогноз, мотиватор, реакция. Он развивает классическую модель стимул-реакция, при этом утверждается, что неосознанные прогнозы являются для человека основными стимулами. Сначала мозг регистрирует информацию. Потом начинает строить прогнозы, что будет дальше. Эти прогнозы остаются неосознанными. Затем пространство, где прогнозное событие ожидается, получает обертку в виде радости или страха. Радость тянет нас к событию, страх заставляет держаться подальше. Далее включается мотивация гнева и начинаются физические действия, жесты и речь. Человек начинает менять будущее в свою пользу, избегать опасностей и приближать желаемое. И делает это автоматически. Процесс прогнозирования происходит постоянно и не ограничивается немедленными угрозами. Нейросеть предсказывает будущее на любом временном горизонте. Например, наблюдение пустого кошелька вызывает негативный прогноз «я останусь голодным». Предательство порождает прогноз одиночества. Открытая дверь квартиры вызывает пугающий прогноз «внутри кто-то есть». Таким образом, нейросеть позволяет человеку не столько знать, сколько чувствовать, что его ждет и где, и тем самым заранее избегать нежелательных событий и приближать желаемые. Более подробные объяснения можно найти по ссылке в описании. На этом этапе становится возможным объяснить, как формируются психологические проблемы. Проблема возникает, когда эмоции, связанные с разными прогнозами, начинают конфликтовать и не могут привести человека в одну и ту же точку пространства или же в одно состояние. В итоге человек не может всех негативных прогнозов избежать, а позитивные воплотить. Допустим, мы хотим печенье, однако что-то останавливает нас от того, чтобы его съесть. Наблюдение – это образ печенья. Мозг не различает, видим ли мы печенье или просто думаем о нем. Даже воображаемый образ запускает прогнозирование. На основе данного наблюдения нейросеть моделирует позитивный прогноз «сладкий вкус», а также негативный прогноз «лишний вес». Позитивный прогноз окрашивается мотиватором радости, негативный – страхом. Радость побуждает приблизиться, а страх – удалиться. И возникает конфликт «хочу, но боюсь». Несмотря на то, что жизнь с партнером имеет негативные прогнозы, рутина и ссоры, отношения бывает нелегко разорвать из-за новых негативных прогнозов. Одиночество и безуспешный поиск. Как следствие, конфликт мотиваторов страха приводит к тому, что решение откладывается.
Таким образом, психологическая проблема – это невозможность движения, замешательство, когда человек не может решить, какие прогнозы избежать, какие воплотить и какие пережить. Это и создает напряжение в теле и дискомфорт. Если одно из конфликтующих побуждений исчезает, то проблема перестает существовать. Допустим, идти вперед страшно, а убегать стыдно. Если нам перестает быть страшно, то мы начинаем движение вперед. Если уходит стыд, мы без колебаний убегаем. Так или иначе, проблема исчезает. Подобным образом создаются любые проблемы, связанные с одиночеством, самооценкой, отношениями. Вне зависимости от тематики, персонажей и времени действия. Всегда существует некое наблюдение, прогнозы, возникшие на его основе, и мотиваторы, конфликт которых не позволяет комфортно действовать. Негативных прогнозов избегать, а позитивные воплощать. Беда в том, что работа нейросети не подконтрольна человеку. Прогнозы строятся не на основе желаний, убеждений или возможностей, а только на основе воспринимаемой информации, того, что человек наблюдает. А значит, чувства и эмоции и, соответственно, отношение к ситуации не подвластны человеку. Чувства и эмоции можно заблокировать или подавить, но известно, чем это заканчивается. Не всегда успешны попытки перепрошить реакции человека, научить думать по-другому, переосмыслить или оспорить убеждения, перехватить механику реакций. Чувства и эмоции будут продолжать диктовать оценку происходящего. Что же делать? Мы не являемся единомышленниками тех, кто уверен, что безвыходных ситуаций не бывает. Тех, кто считает, что человеку все по плечу и одной лишь воли достаточно для смещения земной оси. Не любую проблему можно решить. Решить проблему значит осуществить какое-то изменение, в результате которого негативные прогнозы утратят актуальность, а позитивные смогут реализоваться без помех. Иногда такого изменения просто не существует или оно не под силу человеку. Однако любую проблему можно уладить. Улаживание проблем основывается на другом принципе. В результате улаживания исчезают сопутствующие проблеме чувства и эмоции. В итоге проблема теряет важность и смысл. Во внешнем мире никаких изменений не происходит. Меняется лишь отношение к событию. Почему это возможно? Ответ кроется в самом факте существования психологической помощи. Терапевт задает вопросы, уточняет детали, направляет внимание клиента на различные аспекты происходящего. И на каком-то этапе клиент находит нечто, что полностью меняет его отношение к проблеме. Что именно ищет терапевт и что в итоге находит клиент. Практически каждый, кто испытал прорыв в терапии, сталкивался с эффектом, который называется осознанием или инсайтом. На каком-то этапе человек вдруг говорит «я понял», и за этим следует на первый взгляд что-то банальное. Я стал похож на отца, которого всю жизнь боялся. Я все время избегаю конфликтов. Мне нужна не слава, а зависть окружающих. Человек мог слышать это и раньше, от близких, друзей, даже от терапевта, но только теперь понял, что это так. Что же делает это простое открытие настолько сильным? В чем суть эффекта осознания? Почему человек вдруг чувствует, что именно эта мысль верная? Ответ прост. Исчезновение дискомфортных чувств и эмоций, связанных с проблемой. Именно это становится подтверждением правильности вывода. Когда речь заходит о принципах психологической помощи, эффект осознания не упоминается в первую очередь. Хотя именно он и является ключевым, так как меняет отношение человека к происходящему. Когда чувства и эмоции исчезают, проблема, казавшаяся бесконечно болезненной, вдруг теряет свою остроту и становится абстрактной, при том, что в реальности ничего не изменилось. Именно возможность осознания делает психологическую помощь настолько эффективной. Если бы не это, терапия была бы всего лишь разговором с умным человеком, умеющим находить выход из трудных ситуаций. Но совет помогает не всегда. Осознанию поддается любая ситуация. Каждая психологическая проблема состоит из двух частей – осознанной и неосознанной. Осознанная часть – это то, что человек может описать словами. Например, «моя жизнь – рутина», «постоянные ссоры с партнером». Неосознанная часть строится по схеме наблюдения прогноз, мотиватор, реакция. Ключевой принцип таков. Когда неосознанное становится осознанным, чувства и эмоции исчезают. В этот момент проблема теряет значимость и начинает казаться далекой, отвлеченной, даже если реальность не изменилась.
Как происходит осознание? Путем набора информации. Представьте, человек заявляет о конфликте с сыном, который отказывается следовать простым правилам. Допустим, терапевт спрашивает, о каких правилах идет речь. Перечисляя правила, человек неожиданно ловит себя на том, что говорит тем же тоном, что и его отец. Вот тогда и приходит инсайт. Я повторяю поведение, от которого сам страдал. Это открытие моментально снимает эмоциональное напряжение. При том, что в реальности никаких изменений не произошло. Человек может не осознавать все элементы модели наблюдения, прогноз, мотиватор, реакция. Не отдавать себе отчета в том, что он наблюдает, чувствует и делает, а главное, что неосознанно прогнозирует. Тогда как осознание неосознанных прогнозов и есть путь к избавлению от психологических проблем. Логика следующая. Отношение к любому предмету или явлению определяется чувствами и эмоциями. Чувства и эмоции связаны с прогнозами, с будущим, а не с настоящим. Как только прогнозы осознаются, чувства и эмоции исчезают. Конфликт мотиваторов, источник дискомфорта, уходит. Отсюда отношение к любой ситуации можно изменить, осознав ее прогнозы. Различные буддийские практики уже не 100 лет постулируют, что наше отношение к чему-либо не является константой, что между чувством и наблюдаемым объектом нет стойкой и постоянной связи, что, используя различные медитативные техники, можно изменить свое отношение к тому или иному событию, ничего не меняя во внешнем мире. Модель наблюдения прогноз-мотиватор-реакция объясняет этот принцип. Из-за того, что чувства и эмоции принадлежат прогнозам, а не наблюдению, наше отношение к тому или иному событию связано не с тем, что мы видим, а с тем, что неосознанно прогнозируем. Когда неосознанные прогнозы, смоделированные нейросетью, осознаются, чувства и эмоции уходят, и наше отношение к событию органично меняется, даже если во внешнем мире никаких изменений не произошло. Эта идея имеет большой практический смысл, если осознать негативные прогнозы любой пугающей или неприятной ситуации, страх исчезнет. В психотерапии давно используется похожий прием – предложить клиенту представить худший возможный исход. И вопреки ожиданиям страх ослабевает или исчезает. Почему? Это обычно объясняют эффектом разоблачения. Когда мы находим самый пугающий исход, он перестает быть неизвестным и таким уж пугающим. Представляя худшее, мы заранее проживаем его в уме. Подготавливаемся к нему, возвращая себе ощущение контроля. Однако на деле здесь затрагивается гораздо более радикальный механизм психики – взаимодействие сознания и подсознания. Страх существует не потому, что опасность есть, а потому, что подсознание построило негативный прогноз, а сознание его не видит. Когда прогноз осознается, то подсказка к реакции в виде страха исчезает, так как сообщение благополучно доставлено. Этот принцип выглядит нелогичным. Кажется, что страх может ослабнуть, но не исчезнуть полностью. Причины этого таковы. Страх обычно воспринимается как нечто цельное, способное усиливаться или ослабевать. На деле он представляет собой сочетание различных страхов, связанных с прогнозными образами разной срочности и местоположения. Иллюзия ослабления страха возникает из-за того, что когда наиболее срочный прогноз осознается, доминантный мотиватор страха исчезает, и на первый план выходит более слабый мотиватор, связанный с менее срочным прогнозом. Поэтому искать нужно не один прогнозный эпизод, а сразу несколько. Когда все они становятся осознанными, страх исчезает полностью. Проблема в том, что такой поиск редко доводится до конца. Более того, поиск прогнозов обычно происходит неправильно. Прогноз – это не слово или фраза, а конкретный эпизод в реальности, который нужно найти в точности. Подробная техника в руководстве на сайте alifela.com. Принято считать, что исследование психики затруднено из-за невозможности прямого эксперимента. Как измерить внутреннее состояние человека? По каким критериям? Постулат, что чувства и эмоции исчезают при осознании неосознанного, такой эксперимент фактически и создает. Чувства и эмоции неподконтрольны, поэтому их исчезновение становится объективным критерием правильности выводов. Если чувства и эмоции исчезли, значит неосознанная информация была найдена правильно. Нет, была допущена ошибка. Эффект осознания мгновенный.
Поэтому если вы назвали причиной проблемы и она мгновенно не уладилась, вы не правы. То есть, если вы озвучили одно из следующих утверждений, это потому что, это из детства, всему виной мой характер, я такая, из-за тебя мне так плохо, но дискомфорт остался, вы не осведомлены об истинном положении вещей. Вы недостаточно конкретны. Общий контекст или важные детали ускользают от вашего внимания. Вы не там. Даже если некий авторитет очень убедительно озвучил причины вашего состояния, но дискомфорт тут же не исчез, то авторитетное мнение ошибочно. Или вы не смогли примерить предложенные идеи на себя. Этот принцип и позволяет исследовать психику напрямую и выстраивать ее модели. Само существование настоящего проекта уже отчасти доказательство этому, поскольку иначе было бы непонятно, как вообще можно быть уверенным в тех или иных идеях. Качественная психологическая помощь – это не прочтение людей, рекомендации или диагнозы, а про умение находить неосознанную информацию под руководством чувств и эмоций. Именно в эффекте осознания заключена целительная сила психологии. Именно он отвечает за то, что множество подходов и практик оказываются одинаково успешными, и птица Додо права. Несмотря на простоту, эффект осознания незаметно присутствует почти в каждой из школ, поскольку практическая работа в большинстве случаев включает процесс исследования. Именно этот эффект открывает самый короткий путь к изменению поведения и переоценке происходящего, ведь иначе человеку приходится противостоять активным чувствам и эмоциям, диктующим свою реальность. Второй метод, объединяющий школы, это экспозиция, когда клиент воображаемо переживает болезненную ситуацию, что обычно приводит к ослаблению чувств и эмоций. Однако и здесь главную роль играет механизм прогнозирования, поскольку изменение эмоционального состояния происходит из-за пересмотра срочности и вероятности прогнозов. В отличие от осознания, метод экспозиции не всегда успешен, так как проживание дискомфортной ситуации не всегда ведет к пересмотру прогнозов. Причины этого подробно разобраны в руководстве. Эффект осознания универсален. Он не является попыткой в чем-то убедить себя, оспорить происходящее, подавить эмоции или снизить их силу. Чувства и эмоции просто исчезают, но исчезают не бесследно, превращаются в информацию. Более того, это всегда информация, которая ранее не была известна. Поэтому в момент инсайта обычно возникает чувство удивления. Интуитивно кажется, даже если чувства и эмоции исчезли, все равно нужно что-то предпринять. Нет, вместе с чувствами и эмоциями уходит и необходимость в действиях. Проблема становится умозрительной, и от нее легко отвлечься. Может возникнуть опасение, если я все осознаю, я больше ничего не захочу. Жизнь потеряет смысл. Это иллюзия. Стать бесчувственным не получится, потому что невозможно достичь осознанности в общем, только в конкретных случаях. Главное, что эффект осознания приводит к тому, что дискомфортные чувства и эмоции в тех же ситуациях в будущем перестают появляться, поскольку невозможно забыть полностью то, что уже осознал. Это исключает возможность рецидива. Предложенные идеи позволяют каждому человеку стать своим собственным психологом и научиться осознавать причины своих проблем самостоятельно. Подробности в следующих видео или на сайте alifela.com. Подписывайтесь на канал, регистрируйтесь на сайте. Благодарим за поддержку. Удачи вам и осознаний, больших и малых.